Мы надеемся, что наша история вдохновит вас на открытость к разным культурам и покажет, что любовь может преодолеть любые границы. 구독해주세요. 안녕하세요. 서거동 정부 Джей, Настя. имнида! Как вы познакомились? Расскажите о вашем первом впечатлении друг о друге. Мы поженились 5 лет назад, а так мы уже вместе 9 лет. Мы встретились на факультете лингвистики в университете. Настя была самая красивая на факультете, поэтому я хотел с ней встречаться. Но Настя боялась со мной встречаться, потому что я иностранец. Но после нескольких попыток искренних, она в итоге согласилась, и так мы начали встречаться. Да, мне, конечно, было сначала немножко страшно, потому что Джей тогда только вернулся из армии, он был такой высокий, мускулистый, стройный, большой, и я его немножко побаивалась. Но потом я увидела, какой он искренний, добрый, общительный, вот, и так мы начали общаться, в итоге стали встречаться. Какие были культурные различия, которые сразу бросались в глаза, когда вы начали встречаться? Одним из самых заметных отличий было то, что в Корее люди более сдержаны и общаются друг с другом с особым уважением, особенно со старшими и малознакомыми людьми. И хотя в России, конечно, тоже принято уважать старших, но в России все-таки общение больше открытое, и можно смело и прямо высказывать свое мнение. Какие традиции или обычаи из ваших стран вы перенесли в вашу совместную жизнь? Мы готовим кимчи и едим кимчи, потому что я вообще без кимчи не могу жить. Большинство корейцев не могут жить без кимчи, наверное. Сначала Настя тоже не понимала вкус кимчи, но теперь вообще она тоже без кимчи не может жить. Хотя мы живем в России, Москве, мы каждый раз кимчи делаем дома сами. И Новый год мы всегда отмечаем с российской семьей. Мы ходим в баню, едим русские блюда и пьем водку. Вначале холодец меня шокировал, потому что вообще похоже был на замороженную собачью еду. Но после 10 лет в России, конечно, уже холодец очень вкусный, я понял, и особенно с хреном. Как вы празднуете праздники в своих странах? В России праздники — это обычно встреча всей семьи за одним общим столом с обилием разных блюд и традиционными поздравлениями. А в Корее праздники часто включают в себя какие-то интересные традиционные обряды, например, обряд почитания предков. Это очень интересно, и когда мы в России, мы чаще всего отмечаем праздники по-корейски, но не забываем поздравлять и семью Джея с корейскими традиционными праздниками. И когда мы в Корее находимся, то тоже стараемся соблюдать корейские традиции и отмечать праздники, если на них попадаем, именно по-корейски. Как ваши семьи отреагировали на ваш выбор партнера? Были ли у них опасения или вопросы из-за различий в культурах? Мои родители тоже волновались из-за иностранной невестки. Они сначала переживали, что как европеец может сразу обращаться к ним на «ты». И что может очень сильно упертое свое мнение. Высказывать. Да. Но как познакомились, они сразу поняли, что Настя намного вежливее и внимательнее многих корейцев. Родители сразу поняли, что у них было предвзятые мысли. Как ваша семья объединяет русские и корейские элементы, например, в еде или праздниках? В обычной жизни мы готовим как русские, так и корейские блюда, и, в принципе, стараемся как-то сочетать корейские и русские традиции, и подавать на стол на праздники тоже не только русские, но и корейские блюда, чтобы наши семьи чувствовали и понимали культуры обеих стран. И, например, на нашей свадьбе мы тоже сочетали традиции двух наших стран. Например, помимо того, что у нас свадьба проходила в России, у нас было очень много корейских гостей, и мы обязательно включили такую корейскую традицию, обязательную, как поклон родителям. Мне кажется, это было очень трогательно, и до сих пор, когда я вспоминаю об этом, у меня слезы на глазах, такие трепетные эмоции. Я думаю, что всем это очень запомнилось. Каковы главные различия в жизни в России и Корее? По вашему мнению, как это влияет на вашу повседневную жизнь? Мне кажется, что в Корее более быстрый ритм жизни. Даже есть такая фраза на корейском «пали-пали», которая очень популярна в Корее. Еще в Корее более высокие стандарты и требования в карьере, в работе, в образовании. И еще люди очень сильно много внимания уделяют тому,
какое мнение у других людей о них. Мне кажется, что в России все-таки в этом больше свободы. Ну и мне кажется, что в России люди тоже отдыхают больше, в Корее очень много работают. И, конечно, это влияет на наш образ жизни, на наш стиль жизни. Это сильно поменяло Джея, а его культура поменяла сильно меня. У вас есть какие-то интересные или смешные случаи, связанные с языковыми недоразумениями? Когда я только познакомился с тещей, мне позвонили из Кореи. Поэтому я по телефону разговаривал на корейском. Я там теща услышала, как я разговариваю, я там сказал, что «арасо». Но это на русском значит, типа, окей, либо я понял. Но теща услышала, что это, ну, как на русском «хорошо». Поэтому теща думала, что у нас в семье есть кто-то, ну, русский. Тогда я разговариваю, «арасо, арасо, арасо, арасо». Ну, это все теща услышала, как будто это хорошо, хорошо. Да, и тогда мама мне тоже сказала: Настя, а что, у них тоже есть такое хорошо-хорошо слово? Это было забавно. И однажды в Корее, когда мы приехали в Корею, я, Настя и бабушка, мы втроем мы разговаривали. Тогда я переводил их разговор. У нас говорит, я переводил на корейском, бабушке, ну, так и мы разговаривали. Ну, вот Настя что-то сказала, вдруг бабушка разозлилась. И говорит, что я не бабо, я не дура, говорит. Потому что в Корее есть слово бабо. Бабо это, ну, дура или дурак, ну, такое. Настя говорила бабушка, бабушка. Ну, ей слышно было, как будто она называет бабо. Ну, такое, ну, у нас забавное недоразумение языковое было. Да. Какие важные уроки вы извлекли из того, что ваши культуры могут быть такими разными, но все равно можно создать счастливую жизнь вместе? Мне кажется, что мы поняли, что различия культуры — это не препятствие для нас, а наоборот богатство, из которого мы можем взять самое лучшее для нашей семьи. Из одной культуры и из другой культуры выбрать самые лучшие какие-то качества и сохранить в нашей семье. Это, конечно, помогает нам быть друг другу терпимее, понимать друг друга, и таким образом это делает нашу семью такой особенной. Мы надеемся, что наша история вдохновит вас на открытость к разным культурам и покажет, что любовь может преодолеть любые границы. Спасибо, что были с нами. Пока-пока!